Какой станет скорость тела массы 4 кг, движущейся со скоростью 4 метра в секунду, если в течение времени, за которое перемещается тело на расстоянии равное 4 метра, на него будет действовать результирующая сила, равная 4,5 ньютона? Задача решить для случаев. Первое. Направление перемещения совпадает с направлением силы. И второе. Направление перемещения противоположно направлению силы. Какой будет характер движения в каждом случае? Масса на 4 кг. Она движется со скоростью v0 равно 4 метра в секунду. На протяжении расстояния 4 метра на него действует сила F равно 4,5 ньютона. Выяснить, какая будет скорость у него по истечении действия силы. В двух случаях. Первое, когда сила действует по направлению движения, и когда сила действует против направления движения. Расстояние 4 метра. Тело проходит это расстояние, на него действует сила F. В первом случае она действует по направлению движения, в втором случае она действует против направления движения. Просмотрим пока первый случай. До этого отрезка от 4 метров тело имело скорость v0 4 метра за секунду. Если тело движется в этом направлении и на него действует сила, совпадающая с направлением движения, тело будет приобретать ускорение, дополнительное которое определено силой и массой. И мы можем сказать о том, что ускорение в этом случае будет равно F делить на n. С другой стороны, то расстояние, которое оно проходит со скоростью v0 и соответствующим ускорением за какое-то время, определится формулой, которая в объеме была раньше известна. Это v0 t плюс 1/2 at квадрат. Еще раз происходит здесь ускорение, значит будет изменение скорости. Это изменение скорости а будет равно v конечное, вот на этом участке, вот это будет v конечное, минус v0 делить на время t. Если это t выразить с этой формулой и подставить сюда, мы получим другую формулу, которая уже известна, ее выводим раньше. Это будет v конечное в квадрате минус v0 в квадрате делить на 2. Для того, чтобы определить v конечное в квадрате здесь, времени нам неизвестно, поэтому будем пользоваться этой формулой. Вместо а мы должны подставить вот это выражение, которое определяется силой и массой на этом участке. Итак, можем записать о том, что вместо а мы подставляем f деленное на n. Так, s у нас будет равно v конечное в квадрате минус v0 в квадрате делить на а 2, но 2 остается, а это f делить на n. m переносим вверх, 2f остается внизу. Итак, это будет m умножится на v конечное в квадрате минус v0 в квадрате делить на 2f. То, что мы получили, нам многие параметры здесь известны, нам неизвестно только v конечное. Поэтому будем сейчас преобразовывать и так, чтобы найти просто v конечное отсюда. Освободимся от знаменателя, запишем 2fs равно m на v конечное в квадрате минус v0 в квадрате. Освободимся от m, скобки вот это будут равно 2fs разделить на m. Можем написать так, 2fs разделить на m равно v конечное в квадрате минус v0 в квадрате. Отсюда переносим v0 сюда, нам же нулевое известно. Получаем, что 2fs делить на m плюс v0 в квадрате, мы переносим его через знак, меняет знак, равно v конечное в квадрате. Итак, v конечное можно найти. Здесь мы можем написать, поменять их местами просто, чтобы было удобнее смотреть. Итак, будет v0 в квадрате плюс 2fs, что делится на m. Отсюда v конечное равно корень квадратный из v0 в квадрате плюс 2fs деленное на m. Мы подставим сюда эти все значения и получим v конечное. Так, v конечное будет равно корень квадратный v0 в квадрате. 4 в квадрате. И так будет у нас тогда 16 метров за секунду. Но это тоже в квадрат нужно вознести, потому что все возносится в квадрат. Плюс 2f чему равно? F равно 4,5 ньютона. S чему равно? На 4 метра. И масса 4 килограмма. Метры квадрата на секунду в квадрате. Давайте посмотрим, что здесь, каким образом можно преобразовать, чтобы как-то соразмерить все эти именованные величины. Определимся. Корень квадратный из 16 метров в квадрате на секунду в квадрате. Плюс ньютоны давайте переведем. 2, что множится на 4,5. Ньютон это килограмм умножить на метр. И секунду в квадрате сразу определим знаменатель. Остается множится на 4 метра и делится на 4 килограмма. Вот что мы получили вот в этом слагаемом. Килограммы можем сократить. Смотрите, метры на метры будет метры в квадратные и на секунды в квадрате. Вот этих два слагаемых уже имеем одинаковую размерность. Можно 4 сократить вот это. То, что мы получили плюс 2 на 4,5, это будет 9. Смотрите, метры и метры делить на секунды в квадрате.
Получаем корень квадратный 16 метров квадратных на секунду в квадрате плюс 9 метров квадратных тоже на секунду в квадрате. Выносим метры квадратные на секунду в квадрате за скобочку метры квадратные на секунду. А здесь множитель 16 плюс 9 вместе 25. Так получаем метры квадратные можно вынести сразу из-под корня. Корень из 25. То получаем 5 метров за секунду. Когда тело движется в этом направлении и сила совпадает с направлением движения, а у нас будет положительная, она ускоряет, и скорость приобретает большее значение. Было в начале 4 метра за секунду, и в конечном итоге, после того, как сила поработала здесь, стало 5 метров за секунду. Если не сила работает наоборот, в противоположном направлении, тогда можно сказать о том, что то же самое такое точно имеет значение. Но оно будет иметь отрицательное значение. В этом случае, когда мы получили движение и сила совпадает по направлению со скоростью, мы получили равноускоренное движение. Когда тело движется в этом направлении, сила работает против него, это будет равнозамедленное движение с А равно минус F деленное на N. И для этого берем вот эту все же самую формулу, которая у нас здесь есть, которую мы вывели, одинаковая, такая же точно, v нулевое начальное, v конечное тоже есть. Но в данном случае только А вот это будет значение, будет отрицательное. Берем вот эту формулу и сюда подставляем знак минус. S равно v конечное в квадрате минус v нулевое в квадрате, то делится на 2, что множится на минус f деленное на n. Вот здесь мы учли то, что сила действует против движения. Все остальное дальше открываем все, мы получаем здесь минус 2fs равно m идет наверх, v конечное в квадрате минус v нулевое в квадрате. Теперь по такому же точно сценарию идем дальше. Минус 2fs делить на m равно v конечное в квадрате минус v нулевое в квадрате. Отсюда v конечное в квадрате будет равно v нулевое, переносим в эту сторону. Мы получаем v нулевое в квадрате минус 2fs деленное на m равно v конечное в квадрате. Отсюда v конечное будем искать. v конечное равно корень квадратный из v нулевое в квадрате минус 2fs деленное на n. Подставляем эти значения, получаем корень квадратный. v нулевое в квадрате мы знаем о том, что это 16 метров за секунду в квадрате. Возвели в квадрат v нулевое. И минус, теперь посмотрите. Не будем вычислять его до конца, подставлять эти все данные сюда. Посмотрите сюда, вот тут 2fs мы вычислили уже. 2fs деленное на m. У нас оно получилось 9 метров квадратных на секунду в квадрате. Здесь она стоит со знаком плюс, а здесь стоит со знаком минус. Только лишь разница в этих формулах получилась. Минус 9 метров квадратных на секунду в квадрате. Итак, мы получили корень квадратный, выносим метры квадратных, как всегда. Секунды в квадрате за скобочку. 16 минус 9 – это метры на секунду. Корень квадратный из 7. И мы получили 2,64, там дальше 5 метров за секунду. Когда действие силы совпадает с направлением движения, в первое будет равно 5 метров за секунду. И это будет движение равноускоренное. И во второе, когда сила действует против движения, будет во второе равно 2,64,5 метров за секунду. Это будет равнозамедленное движение. В начале было 4 метра за секунду, в конце мы получили 5,64 метра за секунду. Эта сила будет тормозить тело.